Мы 4 года шли в геты, а за 6 лет стали гет-плюсами. И вот получается, в клубной модели я начал работать, осваивать навыки и столкнулся, естественно, с проблемами. Доходы ориентировочно, где-то вот у меня было от 3000 до 5000 долларов такой плавающий доход, потому что рынок меняется. Они тогда осваивали, Россия была поле непаханное, когда они в 90-х начали бизнес вести. Шоры были, да. Шоры были, То есть ты условно... У тебя возникает чувство вины смотреть куда-то в другое место, да, потому что ты такой, я с Гербалайф на всю жизнь. Потому что он там пообещал, потому что у него преданность какая-то. Это хрень собачья, вот честно. Вы, ребята, проебете свою жизнь из-за того, что я просто стыдился посмотреть какие-то другие направления. Поэтому можно сейчас вот преуспеть, да, как вот наши президенты гербалайфские в 90-е очень быстро преуспели. Здесь также можно преуспеть, потому что ты пишешь людям, ты знаешь, что такое фитлайн? Они говорят, нет, не знаю. Я не могу всем говорить, что я гербалайфом занимаюсь. Знаешь почему? Вот сейчас бы комфортно было продолжать в теме снижения веса. Она, по-твоему, популярна еще? Да, популярная. Мне было бы некомфортно. Почему? Я хотел бы строить бизнес. Приветствую, друзья! Сегодня мы продолжаем с Владом общаться на тему сетевого бизнеса. Конкретно будем говорить уже о системе, о Гербалайфе. Он расскажет свое прошлое, когда это случилось, почему он вышел из этой системы, почему сейчас люди уходят из Гербалайф и что это, кстати, подсветит новичкам. Вот обязательно досмотрите до конца, что мы в конце подытожим. И вы, в принципе, в процессе тоже сложите свое мнение. Мы ни в коем случае не будем говорить о хорошем и о плохом. Он поделится своим опытом. Я конкретно проведу его по вопросам, чтобы все было структурно, и вы, скажем, сложили правильное свое мнение. Не вырезаем из контекста, не выделяем ничего. И вы наверняка уже сами видели многие, уж не единичные случаи, это Влад не первый человек, который вот ушел. И почему он не пришел обратно в Гербалайф. Да, вот это очень важно. Казалось бы, да, люди всегда уходили, приходили, но об этом стоит поговорить. Я думаю, всем это будет интересно, и мне в том числе это интересно. Я хоть в кулуарах там спросил в 2 словах, но подробнее, конечно, в подкасте я у него какие-то моменты выведаю, потому что он вопросы мои не знает. Влад, давай с тебя начнем конкретно. Давай твой опыт, когда пришел, на что пришел и что делал. Вот сразу хочу сказать, уважаемые сетевики, люблю вас всех, вот, неважно, Гербалайф там или какая другая компания. А гербалайфщикам хочу особенно сказать, да, что мы вас не будем блокировать, мы, собственно говоря, вам специально эту информацию свою делимся, потому Помогаем. что помогаем, да, потому что кто-то, возможно, там, допустим, укрепит свои идеи, и вы будете дальше заниматься гербалайфом. Кто-то поймет, что он не на своем месте, и, возможно, что вы будете рассматривать какие-то другие сетевые компании. Вот, ни в коем случае засирать Гербалайф я не собираюсь. Но какие-то подсвечу там свои мнения, да, там сильные стороны, слабые стороны компании лично для меня. Поэтому, пожалуйста, без критики, я в вашу сторону. Комментарий открытый, пожалуйста, любой. Серега разрешает любой, но я Любой. прошу, чтобы без критики, вот, чтобы как-то было адекватно почитать это все и потом, соответственно, дальше двигаться. Вот. Бэкграунд твой. Когда ты пришел, зачем пришел и как строилась структура? Да, то есть я в компанию вообще Гербалайф попал через результат, естественно, как и большинство, наверное, 90% людей, которые строят потом бизнес, они заходят через результат. В 2011 году я заметил, что занимаясь спортом, я немножко жирный, лишнего веса не было, вот если так вот коротко, но был вот этот самый вот мамончик. Ну, как у всех. Как у всех. Как у всех. Да, и щечки такие круглые. Самое главное, это, конечно, было плохое ресурсное состояние, то есть я очень как-то себя вяло, прямо чуть ли не с детства чувствовал. Вот всю жизнь спал на всех уроках, студенческих курсах, там, да, вот в институте на юриста учился. Ну, естественно, мне на тот момент уже было около 25-26 лет, когда я пришел в Гербалайф вот с целью поменять что-то в своем образе жизни. Вот. Буквально за 2 с небольшим месяца я просушился. Ну, я это так называю, да, просушился, потому что у меня ушел подкожный процент жира, появились рельефы, я начал нравиться себе в зеркале. То есть продукт работает, да? Да, продукт работает, система. Система, да? Работает, уточнение, и продукт тоже, да, потому что сам по себе продукт, если вы там зажираете, не держите диету, кубиков вам не принесет. Это 100%. Хорошее замечание. Да, я в комплексе все делал, у меня был классный консультант, обожаю ее до сих пор, вот благодарю за то, что вот она мне тогда помогла.
И получается вот так я, конечно же, когда получил свои результаты, я задумался, но если у меня так хорошо, то значит это нужно людям предложить и заняться этим направлением, потому что я как раз тогда выбирал, каким бизнесом заняться. Ну, это если коротко, да, 2011 год. Примерно как вот во время беременности, да, 9 месяцев прошло с момента, как я стал клиентом и вот пришел реально работать В клубную модель. в клубную модель, да, то есть я, собственно говоря, пришел уже к другому своему наставнику в клуб. Юля, спасибо за то, что ты вот реально вкладывалась в меня на тот момент и поддержала, потому что тогда это было очень сильно нужно. И вот, получается, в клубной модели я начал работать, осваивать навыки и столкнулся, естественно, с проблемами, с первыми. Вот. Я тоже хоть и был до этого предпринимателем 5 лет, но я не знал, что я, допустим, плохо общаюсь с людьми, да. Я, оказывается, не умею разговаривать на разные темы там с людьми, и, в общем-то, мне было трудно вообще позвать, трудно было вначале продать, вообще абсолютно все было трудно, и я этому учился. Через какое-то время, у меня, кстати, даже был такой месяц вообще в целом, когда я параллельно приторговывал автомобилями, это называется в народе перекуп, Ну да. и за месяц я продал 3 машины, заработал там что-то порядка $3000 по тем временам, и кое-как 1 абонемент в клуб. Это было стыдоба, потому что у меня просто не получалось с людьми коммуницировать, я их не понимал. Я думал, что просто вот рассказал всем, надо вам похудеть, и они все ко мне побежали худеть, а нет. То есть вы продвигали тему снижения веса Да, непосредственно. триггер был главный, который вот людей, как я считала, всех должен волновать, людей мы звали похудеть. Которым не надо было худеть. Ну, Ну, вы их звали. Скажем так, у человека, который хочет похудеть, у него много страхов и всяких возражений, а я как профессионал должен был это все обработать и помочь человеку принять правильное решение. Продать продукт. Ну, продать, Продать идею снизить вес. да. Ну, то есть, идею снизить вес можно продать в тренажерный зал, сходив, допустим, на абонемент завести. То есть именно продать идею, чтобы это было с тобой, там, да, вот с использованием продуктов Herbalife, чтобы он в клуб начал ходить. Это сложно было на тот момент для меня, прямо дико сложно. Ну, мы понимаем, что у людей беда с питанием, скажем так, и продукт действительно, он помогает им, действительно, все это нужно, все, что все вы знаете, все это нужно, да. Это реально продукт помогает, и реально люди худеют на дефиците калорий. Опять же, да, на дефиците калорий. Вот твоя команда как строилась? Вот что происходило? Люди потом просто из клиентов стали бизнесом тоже заниматься, как ты? Я вообще всех позвал знакомых в первую очередь. Они у меня все встали на наши волшебные весы, японский анализатор. Раньше это прямо было в новинку, и поэтому всем хотелось прийти на него Да. встать. И вот так вот из первых людей у меня собралась своя первая группа, там 7 человек. И получается, там было куча знакомых друзей, которые вот, собственно говоря, с ними я начал работать. У меня были, конечно, кейсы после этого, и вот как раз из этого окружения у меня появились первые партнеры. Вот самый, наверное, такой ключевой первый партнер, которые прямо вот серьезно работали и потом стали топ-лидерами, это Яна и Алексей. Они, кстати, пришли в клуб, познакомились в клубе, стали парой. Вот, Яна, кстати, Алексей, привет, если смотрите. Они же не худели. Они, кстати, не худели, но они вот как раз пришли, Яна там сразу пришла, спросила про работу, Мгм. и ей надо было набрать, кстати, вес. Она, ну, в общем, от стресса похудела на совсем все свои килограммы, да. Мгм. А Алексей просто хотел вот научиться не болеть на будущее раками, там всякими проблемами, потому что у него там, видимо, среди родственников были какие-то страшные вот эти моменты, и он хотел сразу с молоду подготовиться, чтобы это По-разному люди приходят. всей по-разному, ситуации да. не случилось. Вот. И получается, они в процессе оптимизировались в клубе, прогрелись, стали лояльными клиентами, потребителями, и вы им предложили бизнес, и они Да. таким образом, да, стали в твоей структуре нижестоящим поколением. И вот все завертелось. И когда ты вышел на Get Plus, за сколько по времени? Мы 4 года шли в геты, а за 6 лет стали Get-плюсами. Чтобы, если вы не гербалайщик, да, вот Get+ это оборот примерно по 3 поколениям супервайзеров считается порядка $50 тысяч. Ну, то есть на сегодняшний день доллар у нас пускай будет 80, да, это 4 миллиона рублей товарооборот. И, соответственно, доходы ориентировочно, ну, где-то вот у меня было от 3000 до 5000 долларов такой плавающий доход в хороший. 10% примерно, да? Примерно там 7-10%, как в принципе в большинстве компаний сетевых.
У нас же в Гербалайфе как бы не особо мы использовали слово товарооборот вообще. То есть как бы там люди не Ну, понимали, люди многие считать большая часть не хотят, не и хотят. поэтому и про товарооборот сильно ты не говоришь. То есть вот сейчас ты уже понимаешь, да, с какой скоростью люди в ПМ выходят на такой товарооборот, да? Это не годы, а это просто месяцы, да, считаешь? То есть, Да, я, кстати, вот скажу к слову, почему я занялся Гербалайф тогда? Меня вдохновили президентские истории. Я всю жизнь, вот сколько я Гербалайфом занимался, хотел стать президентской командой. Президентская команда – это примерно вот 200 тысяч долларов товарооборот. Это доходы от миллиона рублей. И, соответственно, мне, естественно, рассказали истории, как гербалайфщики по рекордам. Я просто спросил, сколько самое быстро, да, там, президента можно выйти. Но мне сказали, там вот есть Саша из Новосибирска, Карпунин, который за 1,5 года стал президентом. Потом там есть у нас Борис Козлов, который вот за 3 года при мне стал президентом. И получается, вот я этих историй наслушался, я подумал, ну, наверное, там за 3-5 лет я тоже могу, в принципе, стать президентом. Но есть один важный момент. Это все истории, больше они из прошлого. И надо смотреть на рынок, который сегодня. То есть, если вот последние 2 года кто-то стал президентом, за какое время он этим президентом стал? Потому что рынок меняется. Они тогда осваивали, Россия была поле непаханное, когда они в 90-х начали бизнес вести. Тот же самый, например, Борис из Казахстана, он тоже был на опыте, я уж не помню, сколько у него опыта, там, ну, больше 15, по-моему, 20 лет он до этого занимался Гербалайф, и когда клубы пришли, естественно, он весь свой опыт саккумулировал и стал президентом. А я кто? Я вообще, в принципе, абонемент свой первый кое-как продавал там вот в первые месяцы, и, соответственно, какой мне президент за 1,5 года, это было на тот момент просто неадекватная цель. Хорошо, вот теперь вопрос. Люди уходят, да, не достигли той планки, которую хотели, и начинают смотреть по сторонам по какой-то причине. По какой? Первое, доходы упали. Второе, обстоятельства сложились. Третья система не работала уже. Вот у тебя что было? У тебя доходы упали, и почему ты вышел из Гербалайфа? Или тебе перестало нравиться клубами заниматься? Или, может, еще какие-то обстоятельства на это влияли? Короче, история вообще очень простая. Лидеры нас всегда мотивировали какой-то следующей целью классной. То есть, например, вот открыл ты свой клуб, у тебя в нем 0 клиентов. Тебе говорят, вот когда будет клуб 25, все будет вертеться и будет легко. Ну, может, не так это звучало, но это я так своими ушами слышал, по крайней мере. То есть я думаю, вот 25 сейчас сделаем посетителей клуба, и у нас в клубе станет весело, классно, радостно. Ну, это вот, допустим, про меня ситуация. Когда у меня было 25 человек в клубе, я приофигел от того, сколько это работы. Это прямо реально работа. Ребята, вот кто сейчас с клубами занимаетесь, у кого 25 посетителей, вы большие молодцы, труженики. Вот у вас как бы прямо талант с людьми заниматься вот в таком количестве. Потому что я, допустим, сразу начал уставать. Поэтому идея эта автоматически, вот на тот момент, она как бы мною, ну, обесценилась, что ли. Я уже понял, что я не хочу клуб 25. Я хочу как-то там вот Онлайн команду больше, построить, допустим, да. Там и онлайны пробовали, клубы пробовали, разные системы и подходы. И получается, вот у нас там следующая была история. Вот квалифицируешься в геты. Ага, там пассивный доход какой-то есть интересный. Все, уже как-то легче. Там, соответственно, на какие-то школы миллионеров ты попадаешь, на какие-то лидерские кружки. Я попадаю, соответственно, в команду S&P. Приходишь в команду S&P, а там новые задачи, короче, появляются. Это, в принципе, нормально, да, то есть мы, когда растем в любом бизнесе, появляются в зависимости от твоего товарооборота новые обязательства. Но вопрос, понравятся ли они тебе, эти обязательства, вопрос, понравится ли тебе взаимодействие вот в этих командах, потому что вот, опять же, вот я что-то прямо на тот момент подразочаровался. Я не буду сейчас на личности переходить там, потому что, ну, бывает не все гладко, да, вот в команде лидеров. Кто-то хорошо между собой дружит, и, ну, вот, собственно, у меня с кем-то прямо получилось выстроить прекрасные отношения. С кем-то, например, я напряжение испытывал всегда, и, ну, вот, в общем-то, То есть это... консенсус не находился тот, который Да, хотелось бы, а да? тебе, когда ты на лидерском уровне какие-то идеи предлагаешь свои, тебя же, по идее, если поддерживают, да, то, соответственно, ты двигаешься, какие-то новые фишки внедряешь в зависимости от того, как рынок меняется. Если, например, там у тебя трения какие-то начинаются на лидерском совете, то ты, соответственно, понимаешь, что что-то новое внедрить – это практически нереально. Потому что тебе там надо доказывать, тебе надо пробиваться. Ну, в общем, тяжелая история.
И вот как раз тогда вот у нас возникли первые идеи, что в Гербалайфе вот есть условно система, которая вот работает. И если вдруг ты хочешь ее как-то поменять, то это не так-то просто сделать, потому что ты будешь идти как бы против системы. А я все время что-то хотел поменять, потому что я, в принципе, смотрел какие-то интересные курсы там, да, я ходил на многие тренинги, вот. Ну, ты диджитал тему продвигал в основном, хотел, да, ее Да, использовать, а ее мы, ну, не используем, у нас как бы сверху она не спускалась, как основа идея, да? более того, ты даже если своих людей там что-то научил какой-то теме, да, ты потом едешь на экстраваганзу, и там, соответственно, им рассказывают другие методы, Фокус меняется. другой фокус, и у тебя человек потом приезжает, он вместо того, чтобы бежать работать, он начинает там, собственно, сомневаться, о чем мне делать, вообще правильно ли я там живу и двигаюсь. Ну, в общем, против системы очень тяжело идти, я бы так сказал. Поэтому, если нравится система, вам повезло, двигайтесь в ней. Если вы что-то в системе тоже хотите поменять, вот как вот у меня было, намного проще найти компанию, где эта система уже работает, потому что поменять практически шанс Как маловероятный. говорится, если вам кажется, то вам не кажется, да? Да. То есть, правильно, да? Можно пойти путем, как говорится, преодоления трудностей, а можно свернуть в другую сторону, да, и посмотреть, что вообще предлагается на рынке, да, так сказать. Хорошо. Есть у меня такой интересный вопрос. Вот ты когда уходил, ну все равно же люди других компаний хантят, да, дистрибьюторов, лидеров. Да. Тебе какие-то предложения были вообще, в принципе, вот когда ты уже до лидерской ступени дошел, типа пойдем к нам, у нас там лучше, что-то еще? Были, но я их почему-то не замечал. Ну, то есть, условно, ты когда вот Ни маркетинг не изучал, ни влюблен в продукт, свою да, какую-то да. компанию, да, да я бы даже сказал не влюблен, а даже предан, да. У тебя потому что шоры были, как ты шоры чувствовал? были, да. Шоры были, То есть да. ты условно, у тебя возникает чувство вины смотреть куда-то в другое место, да, потому что ты такой, я с Гербалайф на всю жизнь. Вот Мгм. такая вот такое убеждение появляется после того, как ты побывал на многих семинарах, мероприятиях, и Но они мне это, же, кстати, сейчас, вот я условно эти оковы с себя снял, мне это не нравится, если честно, потому что, блин, ну, как бы человек, я считаю, что он должен быть счастлив, любой человек, он должен зарабатывать, если он занимается сетевым бизнесом. И если он там находится и не зарабатывает, но находится потому, что он что-то кому-то должен, потому что он там пообещал, потому что у него преданность какая-то, это хрень собачья, вот честно. Вы, ребята, проебете свою жизнь так вот, если будете поступать, потому что я какое-то количество лет проебал. Из-за того, что я просто стыдился посмотреть какие-то другие направления. ну это как в спорте, да, можно попробовать бег, плавание, можно же попробовать, можно. А можно думать, что только конный спорт полезен, да, Да, и и нельзя только, вообще, вот как это, да, знаешь, это тема вот врачей, да, и да, врачи не в обиду, но у вас есть такая тема, вы сам врач, соответственно, дети должны быть врачом, да, да, да. дети их детей должны быть врачами там, и вот, собственно, некоторые дети, они, может, вообще не хотят этим врачом быть, а вот это прививается, это как давление социальное, я бы сказал так, и многие работают не Ну там, где вот надо. и про шоры тоже такой момент сразу. Вот когда, получается, партнерам одевают их, надевают, да, они, почему это делают? Подожди, давай М, так сначала, что значит надевают? Партнер сам может себе надеть шоры, Ну, потому что мероприятия вот такое организованы, мероприятия влияют, это все, да? допустим, в кулуарах где-то беседы, что получается, что человек, партнер, дистрибьютор, топ-лидер не уверен в продукте, не уверен в системе, и не уверен вообще, как бы, что это работает, что человек, партнер, новичок даже может посмотреть в другую сторону и переметнуться, грубо говоря. Получается, в неуверенности или в чем-то другом. Ну, давай начнем с того, что шоры надеть, это, в принципе, хорошая такая фраза, если человек сам самостоятельно выбрал себе компанию, выбрал команду, система устраивает, и он, чтобы не отвлекаться, чтобы Да, вырасти на новый какой-то этап, он убирает все свои там какие-то другие вот жизненные цели, которые меньше важности имеют, да, и одевает шоры и идет, двигается каждый день к своей цели, то есть он просто растет, это помогает. Это вот одна история возникает, которая, да, это добровольно, скажем так, одеть шоры. Это хорошо вообще, в принципе, в бизнесе, в традиционном тоже многие предприниматели используют. Это в спорте, кстати, используют, когда вот, например, начинают, допустим, на какой-то чемпионат готовиться. Они там, некоторые даже от секса да, а отказываются. семья в стороне,
Они в Семья, процессе. секс, там вообще развлечения, кальяны, ничего, лишь бы вот, ну, собственно, прийти к этой цели. Это хорошая практика, вообще против нее ничего не имею. Но проблема возникает тогда, когда человек ни хрена не делает, нормально не работает, не вкалывает, не растет, там, ну, условно, ни хрена не делает, да, это в смысле, вот есть пул действий, который вот может привести тебя к лидерскому статусу. Допустим, Разговоры, переписки, разговоры в звонки, переписке, да. я могу в цифрах сказать. Вот, Ну, к давай. примеру, там до лидерского уровня, чтобы шагать, тебе необходимо, чтобы у тебя было минимум там 50 встреч в месяц личных. Вот, ты команду должен строить. И, соответственно, вот есть большинство дистрибьюторов, которые какие там 50, он 10 встреч не проводит. Но он надел себе шоры, не смотрит ни налево, ни направо, там другие компании не изучает. Он и здесь не может почему-то, да, эти встречи проводить. Может быть, ему некомфортна система, может, он там не хочет с клиентами возиться, допустим, да, или там ему не нравится в клубе быть постоянно, работать, да. Может, у него не доходит, потому что там, ну, в общем-то, не умеет преподнести разные причины. Но суть в том, что он налево-направо тоже еще не рассматривает другие варианты, а ведь есть компании, вот мы, допустим, сейчас, да, вот то, что выбрали, у нас же ведь есть система в онлайн. Я не обязан теперь в клубе сидеть, я не обязан людей в душу им лезть и там спрашивать, как они пописали, как они покакали, да, как, условно говоря, они вчера питались, потому что многим клиентам, ну, наверное, по секрету я это расскажу, я понял спустя 10 лет, им не интересно обсуждать с тобой питание, хотя они, в принципе, заплатили тебе за питание. Они хотят просто пообщаться, потусить. Вот такая вот, короче, история. А ты вроде как должен похудеть, там, должен результаты дать, и поэтому сидишь вот, Я, лезешь получается, в сам душу. заинтересован даже больше, чем он в его результате, да? Да, это Причем, а деньги это он не заплатил мне такие, чтобы это было, ну, эквивалент, да, моему интересу, да? Получается, такое должествование произошло. Ну, ладно, мы поняли, но это все лично мнение Влада. Еще раз подчеркиваю, дисклеймер. я свои Опыт, только ощущения рассказываю. да, То есть у свои кого-то ощущения. там другого может быть абсолютно разные ощущения, и, Ну вот я, пожалуйста. допустим, тебя хотел спросить еще. Вот люди приходят в компанию на какие-то, ну, маяки, да, процессы, триггеры. Вот. У нас были клубы, люди на них хорошо и шли, да, потому что это, ну, этого не было, да, новинка. Да. Сейчас у нас, давай вот, когда так, то, что было тогда, и то, что вот сейчас, и ты, ну, больше мне сказал, что ты в онлайне тоже хотел бы, да, чтобы и в Таиланде мог ты контролировать бизнес. Марафоны стройности ты проводил, но они не дуплицируются так, как хотелось бы, да. Люди не ведут людей из-за продукта тоже, да, вот такой есть момент, если хочешь, расскажи потом. Но я хотел спросить, вот, важно, что вот тогда приходили на вот эти вот посиделки в клуб, а сейчас вот цифровая диджитал-сфера, их монетизация через соцсети в основном, да, вот это все уже так настолько внедрилось, еще искусственный интеллект добавился в кучу, и сейчас компании постараются вот это все тоже внедрять. Получится у них это все или не получится? Давай, твой опыт тогда, и как ты это сейчас применяешь? Я не могу уточнить хочу. То есть получится у компании Herbalife что-то внедрить или что ты имеешь в виду? Ну, вообще, у каких компаний, давай, получится это сделать? Вот это? Ну, оно работать будет, потому что все они используют, добавляют вот эти моменты. То есть, а люди-то их не используют, люди по старинке работают, клубами. Им зачем эти искусственные интеллекты, которые компания там усиленно внедрять начинает? А вот, допустим, Я в бы, другой смотри, давай, компании это давай, может давай работать. упростим с тобой вопрос. Я бы начал с того, что ты, когда гербалайфом занимаешься, ну, вот как показала мой опыт и практика, я не Мгм. могу всем говорить, что я гербалайфом занимаюсь. Знаешь почему? Я сразу конкурировать начинаю с маркетплейсом, а, с другими там где-то друзьями, знакомыми. Ну, то есть про гербалайф сейчас знают Мгм. практически все. И у каждого есть какой-то знакомый во дворе, который условно занимается, через которого может что-то заказать со скидочкой. Да, Вот. есть такое. И, соответственно, если я, например, на своих соцсетях начинаю везде публично говорить, там, ребята, приходите ко мне в Herbalife, вот, у меня тут вкусные баночки есть, то это очень плохо работает. Вот как вот у меня, опять же, опыт показал, я практически так ничего толком и не мог продать вот в таком вот режиме. Поэтому мне приходилось быть нутрициологом, приходилось заходить через результаты, через консультации. И тяжело было что-то продать. Вот, к примеру, у нас сейчас в фитлайне, наоборот, обратная ситуация. Рынок не знает пока, кто такой фитлайн,
поэтому можно сейчас вот преуспеть, да, как вот наши президенты гербалайфские в 90-е очень быстро преуспели, здесь также можно преуспеть, потому что ты пишешь людям, ты знаешь, что такое фитлайн? Они говорят, нет, не знаю. Ты Напиши, говоришь, что такое Гербалайф, конечно, знаю, да. да, причем, знаешь, это Гербалайф, это еще знаю, и это чаще всего что-то плохое. Он Плохое, как да. бы не разбирается, может быть, не пробовал в жизни, но он что-то думает, Слухи. какая-то хрень. И тебе лучше всего там, чтобы Гербалайф продвинуть, нужно там через клуб это все двигать. Через инвестиции, потому что клуб, например, сейчас тоже уровень клубов повысился, и надо ремонты уже красивые делать, потому что раньше там мы из говна, из палок могли там офис открыть, стулья там притащить какие-нибудь с дачи, да, и вот у нас уже был клуб. Сейчас надо инвестиции. Клуб должен быть, соответственно, красивый, приятный, на уровне хорошего кафе. Это как минимум там 300-500 тысяч в ремонт. Вот, и как раз вот почему я не вернулся в Гербалайф, я все время хотел вернуться, но с инвестициями в клуб. У меня такая была бредовая, скажем так, идея, что вот если я там, например, сейчас выделю на это 1500, у меня будет современный клуб, и я, соответственно, снова покажу своей команде пример, и вот Вот пойдет все. кафе американцы, там Да, вот остальные как у европейцы, американцев. да, вот они же это как бы, ну это как-то дупликация, но она настолько непростая, Но это что получается уже бизнес, как будто это как вот Валберес бизнес, Озон, в да, который нужны инвестиции. франшиза, как бы, Франшиза как по будто, сути, да. да, как будто. То есть, ну вот это вот усложнение. Ну вот тогда приходили на клуб посидеть, атмосфера, похудеть, да. Сейчас тебе приходится использовать инструменты, чтобы быть, ну, показывать, что ты нутрициолог, там знания свои демонстрировать, да, Да. мы про Гербалайф сейчас говорим, и тебе на фоне этого, ну, ты легко продаешь продукт уже, да, или не легко, но ну, на фоне этого уже. Я, скажем так, научился, если ко мне человек навстречу все-таки добирается, вот именно проблема, чтобы он добрался до встречи, потому что люди, многие просто тупо не доходят. И вот если он добрался, мне легко ему тогда объяснить, как его результат можно сделать при помощи нашей системы Гербалайф. Ну, ты можешь научить любого человека, по сути, да, если навстречу, как это процесс по скрипту у тебя, как ты Ну, у меня продаешь? уже по опыту, уже скрипт давно не тот, который был раньше. Раньше по шаблону просто там первое, поздоровался, второе там, Ну, я понял, выявил идею, да. потребности, там, ну, спросил, что хочет, А знаком, не сейчас вот, знаком. допустим, как ты продаешь? Сейчас вообще продаешь у тебя Фитлайн, фитлайн, да? ну, конечно. Ты также Сейчас на очень личной встрече интересно. продаешь или как? Очень Вот интересно. я не продаю на личной встрече вообще ничего. Но у меня партнеры появляются. А, у тебя на бизнес. И на бизнес, и на продукт, но я не продаю на личной встрече. У меня по-разному, Я их короче. завожу на презентацию только лишь и все. Я вот сейчас как Использую раз систему. в начале, продав несколько комплектов своим знакомым, Мгм. там даже один раз у нас было, там мы сначала вот напитки пили, потом вина вместе выпили, ну, то есть хорошо отметили, что мы там подписали сделку, ну, то есть такие домашние посиделки, я бы сказал. Знакомым вот именно через показать, дать попробовать. это да, это Вот одно. Но вот вот, эта история мне нравится, я ее по кайфу делаю. И я про другое маленько. А Что если, например, внешние люди холодные. холодные люди, я всех приглашаю сейчас на встречу, которую не я, кстати, провожу. У нас компания вот как раз часть системы. И моя задача как профессионала просто людям объяснить, что им на встречу это нужно попасть. Они это могут сделать в онлайне, находясь где угодно. Я почему тоже не стал лично продавать, потому что это потом сложнее дуплицировать. То есть я-то могу Да. продать, а когда я использую чисто систему и специально не усложняю процесс, это все происходит. Вот компании используют цифровые технологии. Вот сейчас слышал, да, PM будет внедрять там, ну, искусственный интеллект, что там еще. Гербалайф тоже наверняка какой-то там искусственный интеллект тоже был там или у нее есть, не помню, ну был что-то такое. Вот. Но это же не используется по сути-то. То есть, ну, используют люди чат GPT, ну, что мы Да знаем. я даже так скажу тебе, многие наши с тобой близкие знакомые, даже в PM, там, да, вот кого мы знаем, они GPT даже не пользуются. Представляешь? Вот. Это, То по есть сути, это прямо это далеко. в сетевом маркетинге это вообще ненужные вещи получаются. Ну, поскольку, а это вторично. Но мне лично GPT так заменяет ассистента. Вот Ну, я с ним, ассистента, да. собственно, разговариваю иногда, вот там ему задачи раздаю, говорю, так, мне быстро там объясни, там вот для клиента то-то, то-то надо, короче, объяснить. Мне так понравилось. Я сейчас, кстати, платной версией, между прочим, начал пользоваться даже. Ну, она хорошо, Мне не она жалко потому деньги. что все помнит, все сохраняет, и все это понятно. Ну вот, ладно, с этим мы разобрались. То, что было, то, что ты использовал, ушел, понятно. Почему и в какой момент ты принял решение не идти дальше? Вот, ну вот,
что, может, события какие-то там у тебя или что-то еще, или вот чисто деньги и все, и ты, или, допустим, у тебя на горизонте появилось новое направление Wildberries, да, мы уже разбирали этот момент, и ты с радостью переключился туда и забыл пока на время про Herbalife, вообще про сетевой бизнес. Такую идею принял для себя. Вот пока у меня с Herbalife перестало получаться, я же ведь без денег больше года был. И жена у меня очень была этим недовольна. Был диванный такой муж, который сидит в депрессии и вообще ничего делать не хочет. Рассматривает какие-то постоянно там ютубные ролики, тренинги. Иногда курсы брал в кредит, честно скажу, инфо-цыганские даже. Потому что мне хотелось где-то что-то попробовать, вот что-то, чтобы новое попробовать. А вот старым заниматься я уже не хотел, потому что я выгорел, все. И это, как знаешь, это ассоциация, старая работа, как будто с болью с какой-то связана, потому что На ты вот который не там, хочется ходить. да, ты там шел к этой мечте, да, президентской, потом понял, что эта мечта президентская где-то там, знаешь, там в 20 годах работы плотной, да, и, соответственно, понимаешь, что у меня сил на это нет. И вот однажды я Wildberries занялся, ну, можно сказать, по залету. То есть как это было? Я на каком-то одном из тренингов услышал, что если у вас нет денег, то можно их просто у инвесторов попросить. И мы сидели как-то вот с одним знакомым человеком. Я говорю, Wildberries бы занялся, но у меня денег нет на Wildberries. Она говорит, сколько тебе надо? Я говорю, 1 миллион хотя бы. Она такая, без Б. И я такой, в смысле без Б? Я что, вписался, что ли? Ну, короче, реально, то есть мне дали денег. Говорит, занимайся, все. То есть подтолкнули тебя Да. к этому еще. И я от этого ушел еще больше стресс, потому что я же думал, что я все там разбираюсь и знаю. Но когда я зарегистрировался на ВБ, я понял, что там нифига я не разбираюсь, и мне нужно что-то обучаться где-то. Я, естественно, нанял там... Короче, взял уроки у человека, который разбирается. Не буду сейчас в подробности лезть, кто это. Ну, это тоже мой близкий знакомый, да. И получается, что вот как раз за какое-то количество времени я вот, собственно говоря, вошел в эту колею, в эту систему. Сразу скажу, первые полгода на Wildberries я закрыл в минус 180 тысяч прибыли. Ну, то есть я не заработал, я протестировал товары, и минус 180 тысяч у меня было. Приятно было? Больно. Я было, хотел бросить. Но газанул, вот в тот момент я прямо взял, газанул, короче, закупил еще больше товара, который вот как раз показал лучшие показатели, и резко как пошагал в плюс. Вот в этот момент, естественно, у меня там настроение вот так вот поменялось. Вот. Примерно это в таком режиме было. Чем больше я зарабатывал денег на маркетплейсах, тем больше я понимал, что я не хочу в систему сетевого возвращаться, потому что мне нужно опять там в клубе сидеть, опять с клиентами работать очень много. А мне этого не хотелось, я вот привык, что я могу с компьютера управлять. Когда Herbalife вот, ну, позиционировалась еще тогда, 20-30 лет назад, с темой снижения веса. Вот сейчас смена нарратива, да, как бы, ну, биохакинг есть такое слово, да, знаешь, вот это здоровье. Да, очень модное слово. Модное слово. И вот снижение веса, ну, контроль веса, это как бы, ну, где-то там, а биохакинг это как уже будто что-то лучше, да? Очень лучше, очень круче. И вот молодежь как раз червей, кстати, туда же можно отнести. Там да. вот некоторые изгоняют из себя червей. Да, и привет знакомым, да. Кто увлекается. И вот тот концепт, он как бы устарел, по-твоему, или нет? Вот потому что, допустим, продукция Fitline, это же не про похудение вообще слова совсем. То есть хотя это, многие похудели на продукции. Ну, конечно, Fitline. Это приятный дополнительный, да, побочный бонус. Эффект. Да, бонус. Но фундаментально это решает задачу. И как раз это про биохакинг и подходит всем, да, вот. Так вопрос в том, тебе как бы вот сейчас бы комфортно было продолжать в теме снижения веса? Ну, она, по-твоему, популярна еще? Да, популярная. Популярна. Мне было бы некомфортно. Почему? Я хотел бы строить бизнес. Это одна работа. Есть другая работа. Это быть нутрициологом, быть консультантом по питанию. И так уж получилось, что сетевой, он подразумевает владение этими навыками и тем, и другим. Ну, то есть, если ты хочешь бизнес Herbalife, то ты, соответственно, обязан быть нутрициологом, который ведет своих клиентов, ты должен пример команде показывать, и по-другому не работает эта схема. И если ты хочешь даже по-другому, то у твоей команды будет вопрос к тебе. Типа, ты, Владислав, какого хрена сам-то клиентов не имеешь? Исключения бывают. У нас есть очень хороший знакомый, да, не буду имя называть, вот каким-то образом без клуба живет, молодой прекрасный парень, без клуба,
без клиентов, как мне показалось. Может, конечно, я не знаю, да, что-то, но я ни разу не видел, чтобы у него был клуб и клиенты, и как-то он каким-то образом, там они придумали свою семейную систему и двигаются до президентских уровней. Но вот в обычных реальностях я таких больше людей не знаю, да, кто вот взял бы и Ну, по твоим, обманул систему. по твоему взгляду, опыту, сколько должно быть президентов новых появляться, ну, допустим, в Гербалайф, вот сейчас, если берем, да, ну, средние цифры, сколько должно быть? Есть примерно подсчет? Вот, Что значит должно появляться? Тут, может быть, сколько у нас по факту появляется? ну вот, да, по факту появляется меньше, чем, по идее, нужно. Людей же меньше не стало, худеющих меньше не стало. А, Спрос упал на это. Скажем так, на сегодняшний день, чтобы стать президентом в Herbalife, вот в маркетинг-плане прописано 14 лет примерно в среднем занимает, ну, по миру. 14 лет. И в России, конечно же, кто-то заходит в президентскую команду. И есть ребята наши тоже близкие, знакомые, да, вот кто вот к нам в Иркутск когда-то приезжали, с кем мы лично там на Байкал ездили. Они зашли вот в этот статус не так давно. Несколько человек я таких знаю, но они там пахали больше 10 лет, они занимаются от души клубами, клиентами, группы питания ведут. То есть это опять же работа нутрициологов, параллельно они занимаются бизнесом. То есть, короче, работает схема, но работает 14 лет. Вот если вы готовы, чтобы зарабатывать миллион плюс, 14 лет, если вы готовы бизнес строить, то, пожалуйста, идите в Herbalife, и если вам там все нравится, я Ну, с хорошая удовольствием перспектива, с другой стороны, рекомендую. миллион рублей через 14 лет. Ни на каком предприятии тебе... А ты предпринимателю это скажи? Мы Это- сейчас это говорим про да. кого? Про наемных рабочих или Вот, про да. предпринимателей? И про новичков, кто только зашел в сетевой маркетинг, тоже имеет место быть, да, сказать, что их примерно будет ждать примерно цифры такие, да? У Там нас оно вообще есть. везде дисклеймер, мы обязаны были подписывать, что только если там ты доходы декларируешь там выше 300 тысяч рублей, выше там 4-5 тысяч долларов, то надо подписывать топ-1% дистрибьюторов Да. входят в лидерскую команду, ну там что-то так вот написано. А если взять президентский уровень, то там еще меньше процент, там топ, наверное, 0, там 0,1%, да, там дистрибьюторов входит в президентскую команду. И, соответственно, если вот любому наемному рабочему сказать, через 14 лет будешь миллион плюс зарабатывать, а он максимум, что зарабатывал в своей жизни, это там условно 100 тысяч, да, некоторые даже сотку не зарабатывают, это 1000 евро, да, если там кто-то в других странах смотрит нас, то, соответственно, для них это, конечно, мечта. Если человек занимается нормальным бизнесом, традиционным, за миллион в месяц в 14 лет ни один, мне кажется, ни один не захочет работать. Потому что в нормальном бизнесе люди двигаются к цели в миллион, ну, там как-то побыстрее, там можно за год, за два, за 3, там, я не знаю. Мгм. И вот мы как раз, когда в FitLine пришли, я увидел реальные примеры, реальные кейсы, когда люди в президентскую команду приходят за год или даже меньше. Более того, это в маркетинг-плане написано, если ты за год станешь президентом, мы тебе еще 5000 долларов сверху Да, то подарим, есть уже просто так. подразумевается. Да, то есть у них акция такая есть. Если такая акция есть, значит она работает. Ну и мы это на примерах видим, потому что вот у нас на мероприятии там сколько, 40 президентов было тех, которые квалифицировались за последние 3 года. Только в России, на российском рынке, 40 президентов. Такой вопрос вот интересный. Мне твое мнение интересно послушать. Может ли Herbalife как система предложить вот топом, да, какой-то новый вызов внутри компании, вот, или это единственный вот способ, чтобы почувствовать новый азарт, это сменить вообще компанию, направление? Herbalife-то может предложить, но есть проблема одна, что у них очень большие обороты, как показала практика, они делают 5 миллиардов уже больше 10 лет, можете статистику зайти в Гугле посмотреть, цифра не растет далеко никуда, то есть вот она вот так вот как было, Мгм. В среднем. да, то есть в среднем там плюс-минус там 100 туда, 100 сюда миллионов долларов, и это как раз говорит о том, что компания сохраняет свои позиции, и в таких позициях вот там, как я вижу, да, там большой совет директоров, они Мгм. не сильно-то хотят что-то там такое глобальное менять на рынке, да, чтобы вот куда-то шагнуть дальше. Их задача больше, скорее всего, сохранять свои доходы. И кто-то, конечно, среди партнеров, дистрибьюторов может вырасти, там, захватив какие-то новые рынки. Опять же, у нас есть знакомые, которые ездили что? По городам.
То есть это такая командировка постоянная, то есть ты не дома живешь, да, вот как ты сейчас из Ангарска делаешь свой бизнес, а я из Иркутска. Они прямо вот уезжали в поля, там снимали квартиры, жили там где-то в полях, в плохих условиях, Развивали город, да, осваивали деревню. город 1, потом город 2, город 3. И вот некоторые до сих пор, так, кстати, так и ездят, колесят по стране. Это на самом деле тяжелая работа, и вот семьи их сталкиваются с большим стрессом. Ну да. И семьи распадаются еще иногда. Такие тоже Из-за случаи этого, бывают, да. да. Не каждая там жена или муж готов это все Да. пережить. Да, кстати, вот этот баланс очень важно соблюдать, чтобы перекоса не было. Да, вот это очень важный момент. Колесо баланса можно порисовать, это тоже хорошая штука, упражнение, да, чтобы подсветило какие-то свои пробелы. Ну вот, получается, ты сказал, что в Гербалайфе есть совет директоров. Вот я знаю, в PM нету, там все Один руководитель. один руководитель, один, по сути, семья, которая инвестирует свои же собственные Когда-то, средства. кстати, в Да. Гербовой была Когда? такая ситуация, когда был Марк Хьюз. Да. Они, вот ребята, кто его знали, да, все очень были счастливы вот в той системе тогда работать, и очень, конечно, было печально, когда Вот Виктор, на закончилось. подкасте мы общались с Виктором, он, если вы не видели, кстати, посмотрите, он подсветил этот момент, что да, вот это была ошибка Гербалайф, когда они вышли на фон, там, Ну, это рынок, наше да, мнение, всё. опять же, Это да. Мы наше так думаем, мнение, что, да. возможно, было бы прикольно, если один человек управляет компанией, он, соответственно, более маневренно что-то Конечно, может это все менять. быстро принимается. Решение быстрее, да. Всё Вот как это- сейчас, в принципе, в PM, там, Рольф Зорг, он какой-то новый там опять сюрприз приготовил, я вот последний раз слушал, Да. на повышение доходов еще для дистрибьюторов. Какой-то сюрприз ждет в 2026 году нас, поэтому мне, кстати, интересно. Ну, реально, я такое услышал, как интрига для меня. Может, какие-то мотивационные программы появятся, не знаю. Не будем заглядывать Маркетинг вперед. они же не имеют права Не менять, потому имеют, что он да, у них маркетинг задекларирован, утвержден, да, да. судом германским. А вот какой-то дополнительный промо они могут Меня, устроить. кстати, недавно спросили кто-то, не помню, с какой компании, тоже сетевой, а у вас маркетинг-план как давно менялся? Я говорю, никогда не менялся. А у вас, говорю? А у нас, говорит, 3 раза поменялся уже, вот когда Это, наверное, человек русская пришел. сетевая, да? Да. Дальше хотел спросить тебя, вот мы проговорили про топов, да, а вот сейчас, возможно, смотрят обычные партнеры, кто только зашел, может, какой-то предлидерский ранг. И вот они видят, что кто-то уходит, да, они же не слепые, они видят, им, соответственно, у них появляются вопросы какие-то, и сомнения, возможно, получится у них или нет, и почему люди уходят, да? Мы говорили с тобой про систему, то есть вот это важно. Вот эти шоры, которые, да, некоторые все-таки смотрят по сторонам, да, некоторые не смотрят по сторонам и остаются в этой компании и, получается, топчатся на месте. То есть, ну, как я в свое время тоже, я хотел в онлайне, но в онлайне получалось у меня никак. То есть, что-то получалось с переменным успехом. Ну вот. У меня рецепт есть. Давай. Рецепт, когда надо уходить из компании. Я однажды это услышал, это вообще как бы к сетевому никакого отношения. Из любой компании вообще. Из любой компании, Из из любого любого бизнеса. традиционного бизнеса. И когда вообще туда надо не заходить. То есть фишка очень простая. Вы берете свою цель. Ну, например, если у вас цель в 1 000 000 рублей, там, ну, ситуация первая, да. И вторая цель, например, вы хотите заработать 100 000 рублей в месяц. Ну, люди разные, у всех свои амбиции. Ваша задача прийти в компанию или посмотреть на обычный традиционный бизнес, примеры, кто-то, может, конкуренты есть, и посмотреть вот конкретно в этой команде, в этой компании, есть ли человек, который в последние 2 года вышел на 100 000 рублей, либо на 1 000 000, с нуля, как у вас, чтобы ситуация была. И, соответственно, посмотреть, какие кейсы есть, за сколько времени, за сколько месяцев, есть ли такие примеры. Если вы не видите ни одного примера, кто в компании там вышел бы на 100 000 рублей за последние год, там, да, или 2, или на 1 000 000 рублей. Скорее всего, на сотку-то практически все, может быть, в любой компании выходят, да. Но вот на 1 000 000 сколько таких людей, которые за последние пару лет вот выбились в лидеры с нуля? Не которые начали там 12 лет назад, и вот в последние 2 года он, естественно, стал там каким-нибудь миллионером-президентом. Короче, если таких кейсов нету, то вы свою цель не закроете за ближайший вот год-два. 100%.
Не надо верить в то, что вы там супер особенный, вы порвете систему, потому что вы какой-то уникальный. Скорее всего, это не так. Скорее всего, вы такой же среднестатистический нормальный человек, и, соответственно, у вас будет похожий статистический средний результат, как у всех. Вот, допустим, в PM, да, меня что замотивировало? Я посмотрел, сколько президентов. Ну, вот за последние 3 года президент – это 1 миллион рублей в месяц, вот в среднем доход и выше. За последние 3 года 40 новых президентов только на российском рынке. Ну, для меня это показатель. Я же понимаю, что сейчас рынок вот пока свободный, мы можем тоже в президенты выбиться. Так и получилось. Саян с Леной пошли работать с 1 июля, и, соответственно, за 5 месяцев они стали президентами. Это твое первое поколение? Ну, можно сказать так. Угу. А вот сейчас что держит тех, кто в Гербалайфе? Страх, лояльность, преданность. Вот есть, кстати, в арсенале такое выражение: преданность не должна приводить к бедности. Но оно появилось. Оно появилось, да? Когда надо было себе объяснить, почему мы рвем старые отношения, я бы так это сказал, да, потому что по большому счету уходить из компании больно очень. Ну, то есть это нормальная тема, ты там многих лидеров знаешь. Некоторые с тобой здороваться потом не будут, к сожалению, да. Вот. Ну, Некоторые вот сейчас, кто вот смотрят нас, возможно, они испытывают злость, разочарование, непонимание, почему мы сравниваем Гербалайф там с PM, например. Мы же не переманиваем никого никуда. Мы, кстати, рассказываем свое мнение, да. это Если мнение, кто-то да. хочет куда-то перейти, там, ну, я же не переживаю, что там кто-то из PM сейчас в Гербалайф уйдет. Да, пожалуйста, если вам нравится. Или там в другую сетевую компанию, любой Есть фирмы. такое выражение: насил на мил не будешь. Да. И каждому приходят свои люди, которые хотят непосредственно в его команде быть. Ну вот, если страх, что у них там не получится, то они уйдут куда-нибудь в другую компанию, и у них там не получится. Страх-то, конечно, у всех есть. У меня такой страх был. Был, У да? Ленки с Саяном тоже был. Был, да. У Саши тоже, скорее всего, тоже этот страх она А у испытывала. меня не было. У тебя не было? А знаешь почему? Почему? А если у меня здесь не получается, что я теряю? Ну, давай финальный вопрос, вот гипотетический такой вопрос. Если бы вот завтра пришел бы какой-то супер SEO там в компании с неограниченными полномочиями, возможностями, вот что бы он такое должен внести вот в Гербалайф, какие изменения в первую очередь, 2 или 3, допустим, чтобы улучшить ситуацию на рынках, чтобы количество президентов, срок, точнее, их становления, допустим, с 14 среднестатистических лет сократилось до 3-5 лет, допустим. Вот что? Ну, я думаю, что... Ничего? Почему нет? Я думаю, что посмотрите у PM какая система, и возьмите ее, внедрите в Гербалайф тот же самый. Потому что, по сути, 2 компании, Гербалайф и PM, это обе компании, они с продуктом, у них у обоих продукты хорошие, да? Они конкурируют, кстати, между собой там с 90-х лет. Там многие лидеры... Пересекаются, да. Многие лидеры в PM, которые сейчас, вот, например, человек номер 1, да, зарабатывает, он бывший гербалайфщик, например. Да. И, соответственно, вот эта конкуренция, я так понимаю, она идет всегда, вот сколько существует PM и Гербалайф. Просто нам об этом никто не рассказывал раньше, да, мы же про это не знали. Ты сейчас погружаешься, понимаешь, что там и суды даже на этот счет были, что там фирмы, точнее, вот некоторые люди там бодались, я бы сказал, тем, что вот они там что-то... Можно ли ситуацию изменить или что? Продукт хороший. Я думаю, хороший, что если бы в Гербалайф была какая-то интересная, централизованная на лидерском уровне система по рекрутингу, это первое, да, то есть вот эти вебинары бы, например, элементарно добавили, которые вот, чтобы человек-новичок мог не сам встречу учиться 3 года, проводить, да, потому что некоторые, я вот сколько новичков обучал, бывает такое, что вот полгода прошел, он до сих пор встречу не умеет проводить, потом год, ну не продавец он, понимаете, не эксперт он там какой-то крутой, он просто вот хочет там условно донести ценность продукта. Если бы хотя бы вот эти встречи были ежедневные, да, чтобы система, какие-то спикеры это все вели, а потом, соответственно, там, ну, по сопровождению, по обслуживанию клиентов какая-то улучшенная версия марафонов, потому что марафоны мне лично не заходят. Почему? Потому что мне такое ощущение, что они далеки от... Не хватает там что-то, вот. Я просто проходил разные марафоны, там, например, «Бешеная сушка», раньше у нас существовал такой классный проект игровой. Ну, интересно, ты там вообще заходишь, ты прямо, любой взрослый человек превращается в такого игрока, который хочет... Смотри, мы уходим от этого. Да. Ну, наша задача рекрутировать, потому что сетевое предпринимательство, так это непосредственно построение структуры. Рекрутировать и обслуживать. И если это будет системно и то, то тогда у нас, соответственно, будет и рекрутинг параллельно идти, и обслуживание тех такой людей, вопрос которые... просто назревает. Вот
PM, я не занимаюсь сейчас обслуживанием, но продукт продается. Может, дело все-таки сочетании системы и продукта. Мне кажется, что ты перенесешь систему в Herbalife с продуктом, это Herbalife не будет работать. Может быть, и не будет. Я же, видишь, Потому что предполагаю. продукт в первую очередь должен сам продаваться. Его должны люди сами предлагать своим соседям, знакомым. Вот это, кстати, ты хорошо подметил, потому что по большому счету, вот, допустим, по факту, что такое продукт у Herbalife, да? Это коктейли, которые направлены в первую очередь, как это в массах принято считать, на похудение. Ну да. Вот. Я-то, конечно, считаю по-другому. Я тоже Но по-другому. народ считает, что это похудение. От Всё. незнания. И попробуй им объясни. Здесь, соответственно, у нас мы пьем наши коктейли, напитки, соки, да. Мне больше сок напоминает, кто-то называет коктейлем. Вот. Здесь у нас цель идет поддержание здоровья, поддержание ресурсов в организме, оздоровление, там, восстановление организма. Уровень это, энергии, скажем, качество жизни. Да, это, скажем так, на уровне рекламы это все Да. проговаривается, и поэтому мне не нужно объяснять человеку, что это не так, потому что это вот со стороны компании так двигается. И по большому счету, вот когда фитлайн начинают принимать люди, вот у меня очень близкие мне люди, которые вот никак не хотели Herbalife принимать, тут раз и заказали себе, и я в шоке. Да. Потому что мне очень приятно, там у них, я не буду сейчас имена опять же называть, да, там мои родственники, да, мои очень близкие, у них там у кого-то давление начало нормализовываться, потому что организм восстанавливается, у кого-то голова перестала болеть, у кого-то начинают волосы черные Чего расти. не было с продуктом Herbalife. Да, там кто-то не пил просто принципиально. Ну да. кто-то 13 лет я не принципиально мог пил. донести, что это вот полезно. Потому что, опять же, был образ связан с похудением, с какими-то вот этими вот воспоминаниями из 90-х. Ну ладно, возможно, некие изменения какие-то будут, возможно, они уже есть, мы же не знаем, возможно, уже что-то там придумали, какие-то разработки были, вот не так давно я слышал. Но это все во благо, конечно. Это все на ответственности компании, потому что, по большому счету, мы-то, как деловые партнеры или дистрибьюторы, Мы выбираем сами. можем выбрать, с кем нам работать. По сути, мы же партнеры. Я хочу быть партнером там, где вот я выбрал в первую очередь. Да. И если меня компания устраивает, какая бы она там ни была, мы сейчас просто наш опыт обсуждаем, гербалаевский, да, у кого-то, может, это НЛ, у кого-то Greenway, там, да что угодно там вы можете продавать, двигать, вот, если вас устраивает. Сибирское здоровье. Да, то пожалуйста. Продукты, на мой взгляд, они везде конкурентоспособны, но именно сочетание системы продукта и восприятие к продукту, это тоже имеет очень серьезное влияние на Да. бизнес, как будет партнер развиваться, как будет дупликация и так далее. Я прямо вот сейчас хочу открыть личный кабинет. Вот, возможно, ты потом это выведешь на экран. Да, сделай Сегодня у скриншот нас мне. 11 декабря 2025 года. Получается, 10 дней как месяц мы отработали. И это, получается, 6-й месяц после того, как мы зарегистрировали контракт с компанией PM. Вот прямо на сегодняшний день у нас объем продаж в 6 поколениях, а у нас как раз именно компания платит с 6 поколений наших менеджеров, 50 749 евро. Умножаем в среднем на 100 рублей, ну я так, чтобы проще было, по сути это 5 миллионов рублей за 10 дней Это этого какая месяца. квалификация в Herbalife? Ну, если Herbalife брать, это примерно Get Plus, Get Plus. да, В течение 10 дней. в течение 10 дней. Такой объем товарооборот. Еще раз, товарооборот. Да? Да, мы сейчас говорим не про личный доход, не путайте, Да. пожалуйста, потому что это товарооборот, который сделала моя команда. Который И- ты достигал в Herbalife 6 лет. 6 лет я к этому шел. Мгм. Тут у нас вот на 6-й месяц за 10 дней мы сделали точно такой же товарооборот. Конечно, для меня это сказка. Я просто иногда смотрю и не верю своим глазам, ушам вообще, что происходит. Естественно, для меня это результат не просто цифры в товарообороте, это для меня в первую очередь понимание, что клиенты хотят сильно этот продукт, потому что ни один твой топ-лидер, который там с Herbalife с тобой перешел, не справился бы сам создать вот такой товарооборот. Это же не игра в одного человека, это по сути игра людей, клиентов, которые вот приходят, регистрируются, кто-то подзаработать хочет, кто-то хочет здоровье свое прокачать. И по большому счету это значит легко двигается. Почему? Потому что от фитлайна быстрые результаты очень сильно люди видят. И они, у нас эти репотребления очень высокий процент.
Там, ну, если быть точным, вот я смотрел на президентских уровнях, цифра, ну, у нас есть коллега, которая с прошлой компании перешла тоже, у нее там была 70 тысяч структура людей, и только 7 тысяч из них повторно делали заказы, то есть 10%, представляешь? А здесь в PM они примерно полгода, у них в структуре 3300 сейчас человек за эти полгода появилось, и из них 52% делают повторные заказы. Как тебе такая арифметика? Там они со структуры 70 тысяч зарабатывали в среднем 1,5 миллиона, здесь они со структуры 3000 зарабатывают в среднем около 4 миллионов. Ну, это, по-моему, пушка. Ну, я думаю, все поняли, что продукт решает. Можно добавить, кстати, еще, что результаты, вот топ-лидеры, которые у меня со мной были в команде Herbalife, они, допустим, многие мечтали прийти хотя бы к Гету. Ну, вот. потому что средний или хотя бы к доход активному, их устраивал. да, хотя бы к активному Волтим, да, там, и вот, собственно, здесь эти ребята, которые там не могли дотянуться до этого статуса, несколько лет отработав, здесь вот как раз за 4 месяца, вот у нас вот у Саши результат, она стала вице-президентом с объемом продаж около 3 миллионов рублей в месяц. Машину они автобонус получили, машина новая стоимостью там 4 миллиона, вот они автобонус, сейчас компания им компенсирует те затраты, которые вот на машину нужно платить. И у них впервые новый автомобиль, я думаю, тоже ты на слайд это добавишь, да. Потом, соответственно, вот в первой линии, по сути, да, там Лена Саян, вот я за них безумно рад, потому что они свой первый миллион за месяц заработали спустя 5 месяцев. И я вот помню, когда эти цифры увидел, я такой, вот это да. Едут на Бали, кстати. Впечатляет, вообще, ну, меня до сих пор даже там мандраж, мурашки, сразу начинаю про них говорить. Я понимаю, что это гордость, это пример, они не только для меня, кстати, да, там. Ну, это к чему показательно ты рассказываешь? Что там у них наступила стагнация, даже упадок, да, можно так сказать. А здесь они растут. Я бы, знаешь, что добавил еще, вот потому что у Лены с Саяном появились дети, когда раньше они могли вкалывать в клубе, да, дети, да. вкладываться в клиентов, они даже проводили фитнес-кружки, там всякие разные забеги, марафоны, то есть там у них прямо и спорт, и фитнес, и Herbalife, все в кучу было. А потом, когда у Лены появились дети, и у Саяна, да, то есть у них появилось сейчас 2 детей, и Лена не может физически в клубе торчать постоянно, потому что ей надо еще заниматься детьми. И она может единственное, что делать, это из дома работать в большей степени. 90% и вот мамочек да, не могут никуда и это можно пойти. как раз делать вот в фитлайне, в PM, да, ты можешь из дома управлять бизнесом своим. И тебе не нужно в какой-то клуб каждый день там к 7 утра ездить, чтобы встретить кого-то, замерить, проконсультировать по питанию. Согласен. Это вот как раз прелесть данной я думаю, работы. Мы достаточно осветили, подсветили, даже поделились каким-то уже новым опытом, и каждый для себя делает сам свои выводы. Никому мы ничего не должны. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Гербалайщиков делитесь своим опытом. попрошу отнеситесь как-то, не знаю, адекватно. То есть мы с вами не враги теперь, да, там мы с вами, но я бы сказал, это такая честная конкуренция, правильно? Как в спорте. Я бы сказал, это даже помощь. Ну, помощь им-то как бы, кому опять же помощь? Если там у кого-то плохо, и он, например... про шоры, про помощь. Да, если у кого-то плохо дела сейчас, вы там в Herbalife не зарабатываете, и благодаря этому подкасту вы задумаетесь и начнете рассматривать какие-то другие альтернативы, да, а вы там, например, много лет не зарабатываете и во что-то там непонятное верите, то, возможно, для вас это будет помощь. А если, например, это говорить про топ-лидеров, вот которых все прекрасно, все хорошо, особенно вот я сейчас про спонсоров, да, вы там молодцы, клубы держите, вообще удачи вам и процветания. То есть, ну, вам вообще зачем вы это видео смотрите, если вы это смотрите, да? Я бы сказал так, что мы же не зовем именно в ту компанию, в которой мы сейчас, мы говорим в целом, посмотрите по сторонам, если уже какие-то, как это было, да, если кажется, то вам не кажется. Да, если не кажется, значит, рассмотрите другие варианты. Компаний много на самом деле. Компаний много, да. Не обязательно это должен быть фитлайн и PM, просто это мы выбрали вот такой вот вариант. Может, для кого-то там, не знаю, даже российская однодневка подойдет, там мало ли. Я знаю, да, есть люди вдруг такие. там что-то зацепит.
однодневка, ну, странно, наверное, так называть. Пускай будет российская хорошая компания. Я просто знаю, Молодая. что вот мы концовку затянули. Я знаю, что есть компании, которых даже нету федерации прямых продаж. Их просто там нету. Мгм. О чем это говорит уже? Это о Ну, многом для нас с говорит. тобой много говорит, а для Да. обычного человека, который хочет подзаработать, это ничего может и не значит. Ну, ладно, как бы нет-то нет. Все, ставьте, пожалуйста, адекватные реакции, комментарии, а можете, кстати, дизлайки ставить, тоже хорошо для продвижения пойдет. Как говорится, пишите внятные, понятные вопросы и будем дискутировать дальше в комментариях. И увидимся в следующих подкастах. У меня будут другие гости, у Владислава на канале тоже будут, возможно, другие какие-то подкасты на тему бизнеса. Пожалуйста, подключайтесь, подписывайтесь. Все ссылки у нас под видео. Пока.